Всем привет! Купил сегодня новую машину. Купил то, что ненавижу больше всего в своей жизни. Это BMW. Знакомьтесь, BMW копейка. Самая дешевая в России. Полностью в родной краске. На ней даже не горит чек. Что-то прям невообразимое для BMW. Стоила эта радость 500 тысяч рублей. Могу показать договор купли-продажи. Машина оформлена уже на меня. Пришлось заморочиться с этим. По вложениям здесь немного. Есть моментики по бамперам. Вот ободран бампер снизу. И прямо симметрично ободран с этой стороны. В общем, покраска низа бампера здесь. Нужно его поставить нормально. Такая тут щелочка имеется. Плюс сколы. По машине есть сколы. Болезнь немецких машин. Вот скол. И на двери тоже скол. Но самая печаль это, конечно, сзади. Сзади огромный скол на багажнике, который нужно будет делать. Задний бампер, соответственно, тоже нужно красить. Так она выглядит сзади. Вид у нее, кстати, неплохой. В плане дизайна мне копейка нравится, но BMW не люблю. Просто ненавижу всей душой. Самый главный хейтер на Руси всех BMW. Но еврейская сущность сыграла свою роль, и за такой ценник грех было не купить. Ну, резина практически слики. Резину тоже буду менять. Плюс покрашу там суппорта, чтобы все по красоте было. Стекла, кстати, все родные абсолютно. Лобач тоже родной, но треснутый менять не буду. Люди очень любят, чтобы был родной. Вот пусть он будет с трещиной, но зато родной. Потом в планах черные ноздри сделать. Вот эту полочку покрасить тоже в черный. И сзади, вот забыл сказать еще, хочу сделать вот это вот подобие диффузора тоже черным. Думаю, будет выглядеть намного поинтересней. Давайте в салон перейдем. Покажу, какой здесь салончик. В кои-то веки досталась машина с ухоженным салоном. Здесь все чисто. Чеки это уже мои. Сидушечки чистые. Руль чистый, не изношенный. Отличное вообще состояние. Ручки. Все целое, ничего не затерто. Пороги отличные. Сиденья, кстати, очень неудобные, болит от них спина, боковой поддержки вообще никакой нету, поэтому BMW не знаю, качества тут нет, вот это не качество. Да, оно на ходу не сильно, конечно, там что-то гремит, но неприятно, когда садишься и здесь такие моментики. Энтрика нету, скорее всего буду ставить энтринав. Вот, либо обычный entry, basic, который, то есть просто экран, здесь панель поменяется, и вместо мыльницы добавится сюда джойстик, а мыльницы не будет. Коробочка 8-ступка, автомат, все как полагается, пинается с первую на вторую. Кто будет писать, что машина удрочена, добро пожаловать на форум BMW. Там про эту коробочку очень много рассказано, и пинается она у 80% примерно где-то владельцев BMW V в кузове. Так, в принципе, все неплохо здесь, но мне не нравится. Салон такой
очень старенький. Вот в 2014 году вот это выглядит очень стрёмно. Какие-то пиксели, все вот это вот. Ну, можно было сделать получше, почему-то ВАК может, а BMW не умеет. В общем, такая покупочка на этот раз вышла. Вот этот троглодит стоит. Похоже, кстати, она на муху чем-то. Ну, спереди вид у нее и так себе. Сзади вот она еще, в принципе, как-то более-менее симпатична, но BMW, короче, я все равно не люблю. Поэтому по-быстренькому ее делаем. Делаем все красиво, качественно и выставляем в продажу. Продавать, скорее всего, буду где-то за 720 тысяч рублей. Бюджет у меня на нее 20-30 тысяч. Лучше, конечно, в 20 уложиться, но если понадобится, то вложу и 30. Уже 5 потрачено, я поставил ее на учет на себя. Пришлось так, по-другому никак не получалось ее купить. И, в общем-то, еще либо 15, либо 25 у меня остается. Подписывайтесь на мою инсту, там я вообще выкладываю все каждый день, что я делаю с машинами, какие смотрю машины, также выездную диагностику делаю, но только на ВАК. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Заехал в гаражик, сейчас начну разбирать морду. Капот вообще прям огненной. В общем, чтобы разобрать морду, нам надо снять эту резиночку. Под ней 6 саморезов с торксом, насколько я помню. Потом по 2 здесь сидит, подкрылок надо раскрутить, ну и по низу весь бампер. Тоже все это надо раскрутить. Кстати, если кто соберется снимать бампер для замены решеток, можете его весь не снимать, открутить только вверх. И сюда рука пролазит, чтобы отщелкнуть, и они снимаются. Вот так, если кому интересно. А сейчас едем вымывать вот этот ужас. Но кошмар тут вообще, просто кошмар. Плюс нужно будет покрасить эти тяги. Ну, интеркулер тоже нужно промыть. Вон. Куча грязи, мух в нем. Машина, кстати, после мойки кулька чуть-чуть получше едет. Охлаждение лучше становится. Все, выгоняю и едем мыть АВДшечкой все. Радиатор. Грязи было очень много. Видимо, его никогда не мыли. Сейчас отмыл все, что смог. В интеркулере, кстати, все соты практически были забиты. Поэтому, думаю, машина 100% лучше теперь поедет. Не сильно, но заметней. Здесь уголок помыл. Ну и здесь тоже стакан решил помыть. Грязь смыл и
Отвратительно все это стало выглядеть. Но ничего, восстановителем пластика пробегусь. Будет получше, поживее. Обезжирочка. Ева коврик затолкал. Что было под рукой. Тем мы воспользовались. Изжирили. Пойдет. Глянцевый баллончик. Полирнул одну фарку с водительской стороны. Паста Koch H901. Полировал ротором и круг средней жесткости. Грязная внутри, там пыль. Так, в принципе, стало вот прозрачная. Это полирнул. А это вот было до. Разница, в принципе, ощутимая. Колесо, кстати, пробил, что очень печально, запаски нету. Завтра повезу его делать. А пока приступлю я к бамперу. Буду вкрашиваться по вот этот кантик. И здесь по этот. Центральную трогать не буду. Она будет черного цвета, поэтому оставляю так. Ноздри, кстати, тоже черного цвета станут. И здесь крашу по кантику, но сюда буду заходить, либо здесь где-то переход будет на изгибе. Тоже здесь все плохо. Уже подкрашивал, кстати, кто-то подмазывал, пытался. Расшлифовал бампер. Места, где было повреждено. 180 круг на машинке, 2,5 мм, Ryobi ROS 300. Здесь тоже пробежался. Здесь плоховат бампер, очень глубокие царапины. Здесь такой пробой небольшой, но не насквозь, просто чем-то ткнули. Здесь вот ямка есть. Подзачистил заднюю крышечку. Вот так, в общем, разбил все. Решил, что вот так я загрунтуюсь. Здесь все в краешек подчистил. Все ровненько, все отлично. Шпаклевочки здесь не будет. Поэтому примерно около завода получится. Может, микрончиков 150 должно получиться. Здесь у меня калинка на покрасочке задней крышки багажника. Поржавела. 12-й год, но уже везде жучки. Красить крышку буду сейчас целиком. И следом загоняю BMW и крашу тоже. Похабная оклейка. Закончились у меня пленки и купить сейчас негде. Поэтому замаскировался как смог. Будь топыл, буду убирать. Здесь все уже готово. Обезжирил. Это бампер. Все, сейчас разбавляю краску и начинаю красить. Не, ну это шедевр. Просто шедевр. С баллончика раскладываю не хуже, чем с пулика. Видок, я думаю, сейчас преобразится. Был долго не уверен, красить в мат или в глянец. Но сейчас понимаю, что все-таки глянец был правильный выбор. Прям вообще топчик.
Сейчас подсохнет, расклеюсь, посмотрим, как это будет выглядеть. Хочу еще я сделать черные ноздри. Попробую, сделаю, посмотрим, если будет нормально смотреться, то оставлю, если нет, то расклею. Красить их, портить не хочу, поэтому купил пленку и просто буду пленкой затягивать. Уже затянул, ну, получилось не очень, но пойдет. Заклеил ноздри, так выглядит. Снизу планочку тоже в черный глянец заклеил. Наклейщик из меня, конечно, вообще отвратительный, но как выглядеть-то стало? Совсем все по-другому. Немного, конечно, колхозанством отдает, но вроде нормально. У БМВшника начинается с проверки масла. Турбированный демон 1.6. Вытаскиваем щуп. И он сухой, можно даже не протирать. Просто брать и доливать. Масло на разлив 5/30. Какой-то Лукойл. Что-то дорогое брать не вижу смысла. Но все равно вылезет в трубу. Ой, пролил, как всегда. Все, можем отправляться в путь. Диски на BMW. Идем забирать. Заказывали через ГТД. На 200 рублей нас уже обманули сходу. Да, сейчас надо теперь посмотреть, что с колесами, вообще приехали ли они. Ну, сейчас глянем. На первый взгляд. Ну да, на первый. Цыганские, конечно, но нормально. Все, загрузили колесики. BMW, конечно, не очень вместительная. Едем переобувать вот это убожество на другое убожество. Но должно стать лучше. Так что летим делать цыганщину. Иу! Пару слов, Вась. Сейчас будет суета конкретно. Меняем вот эти 16 дерьмовые на дерьмовые 18. Но за 12 тысяч рублей я думаю, что лучше быть не может. А эти можно будет продать. Сегодня, конечно. Ну-то где-то забыли? Забыл, не выхочу. Ну да, потратил. Пару слов, Вась, есть ли жизнь после 16 колес? Не знаю, но мне кажется, это прям вообще. Мне кажется, это член в сраку. Да, сейчас будут залетать, подвеска жесткая. Баллоны кривые. Да, колеса кривые, но опять за 12 тысяч. Ну, традиционный процесс разгудронивания пошел. Одно стеклышко уже расклеили, но заводские тоже с затемнением. Вот видно, что они темнее. Должно получиться огонь. Да, но это не точно. Отклеивается, кстати, тяжело. Видимо, кто-то денег не пожалел, поэтому сейчас уничтожаем эти деньги. Вот 10 минут делов, и тачка прям сразу посвежела. Скинула как минимум пару годиков. Стало вообще выглядеть хорошечно. Но мне нравится вот так, когда машины растонированы, реально свежая выглядит. Вась, давай, сделай вид, что это BMW типа твоя. Ты уже на картах. Ну на стопу, на полную надо сесть, Вась. Дали, что поставил. Ну вот, видали, вот. Это денег стоит. GS, вот так. Вот. Нормально. Вложил 12 на выходе. 120. На выходе 120. У нас только так все работает. Вась, ну ты что, тиктокер? Зачем ты это делаешь, Вась? Да. Вот, видите, вот они. Иди отсюда. Смотри. Тварина-то какая сутовая. Решил обновить тормозные диски с суппортами, а то было все ржавое. Дисочки поставил новые. И все это очень
некрасиво под ними выглядело. Сам диск покрасил черным матовым. К вопросам, почему здесь ничего не заклеил, смысла нету, потому что при нескольких торможениях здесь все протрется, будет все отлично. Кожух сам подкрасил, тормозной диск здесь все. И покрасил суппорт вот в такой синий металлик. Сейчас нанес лак, зачистил их от ржавчины, с янкарем пробежался. Суппорта, конечно, в плачевном состоянии, в плане внешнем. С них очень много ржавчины сыпется. Я пытался их отпескоструить, но чтобы нормально отпесочить, нужно полностью снять его с машины. Снимать не хочу. Поэтому как-то так получается. Да, я знаю, что выглядит поверхность отвратительно, но издалека будет неплохо. Ну, в общем, все, доделал я машину. Такая вот у меня копеечка получилась. Растонировал. Но это вы уже видели, как происходило. В общем, мне нравится, как она выглядит без тонера. Прям сразу тачка посвежела. Машина уже на Авито висит. Пока спрос по ней не очень. Думаю, это не очень ликвидная была покупка все-таки, но свои 1050-60 я с нее заработаю. Дисочки, это я уже показывал, но сейчас получше их видно. От BMW семерки 18 резина 245-45-18 Michelin Pilot Sport 3. Вылет у них, кстати, 35. На форуме говорили, что колеса такие не встанут на BMW клубе, но как бы вот с таким вылетом, с такой резиной все стоит, ничего не задевает, сзади вообще места очень много, даже жирнее можно колесо поставить. Ровно с арочкой встали колеса. Вот. Ничего никуда не торчит, ровно по верхней части арки все отлично. По салону особо ничего не делал. Коврики, да, тут грязненькие, потому что как садишься, ну, на сиденьях есть пятна, вот. Заеду, химану еще, скорее всего. А так все целое, салончик вообще не затертый. Сейчас сядет. Опа! Так, можно выключить. Так вот выглядит. Экранчика, конечно, очень не хватает. В комплектациях побогаче он есть. Тоже бы хотелось, чтобы был. Рассматривал доустановку N3 Nava, но решил, короче, я его не ставить. Нецелесообразно. В районе 15 тысяч рублей выходит все собрать. Тут надо пропил будет делать. Решил, что не буду заморачиваться. Продаю я ее за 700 тысяч рублей, то есть ценник не прям уж высокий, они там и по 900 стоят, и 850, то есть в основном такой ценник на машины в подобном состоянии. Я же прошу поменьше. Своих денег она не стоит, вот честно скажу. Ну, я считаю, что вот эта копейка, да, у них рынок такой, я ее продаю по рынку, но вот если смотреть объективно, исходя из того, что дает эта машина, вот, и как она едет, и какой комфорт, наполненность в ней какая, ну, 400 тысяч, вот, реальный ее ценник 400, больше она не стоит, и не понимаю, откуда культ такой, что BMW это круто, что это прям вообще классно. Да, рулежка классная, все. На этом все плюсы ее закончились. Понравилось мне, как суппорта у меня получились вообще. Классный цвет. Это вазовский цвет Capri. 453 номер, по-моему. Купил баллончик, покрасил суппорта и покрыл сверху лаком с пулика. Получилось классно. Сзади тоже вот так вот выглядит прикольненько.
Так что вид преобразился, конечно. На покраску я потратил еще 5000 рублей примерно, там 4 с копейками. 700 рублей мне динамик в дверь обошелся, один нерабочий. Ну, химию я, конечно, никакую не считаю, которую я на нее потратил, потому что бессмысленно, там по 50, по 100 рублей все это будет собираться, ну, по мелочи, в общем. Короче, если все сложить вместе с Авито, в Авито, кстати, 3000 рублей я потратил, 750 рублей мне вышло объявление, потому что я пакетами их покупаю, и продвижение на Авито мне обошлось там в 200 с какими-то копеечками, ну, в общем, 3000 рублей мне вышло Авито, чтобы попробовать продать ее. Но я думаю, продадим за 670-680, я ее точно продам, поэтому ждем. Едем мы сейчас, наверное, в последний путь. Завтра должны приехать с Казани ребятки. Возможно, купят. Я думаю, что заберут. Тачка бомба. Загнал копеечку в гараж сейчас. Подмажу скольчики, которые появились в недавнем времени. Пропылесошу. В целом она чистенькая внутри. Ну, думаю, пропылесосить надо. Там, может, пыль где. Вытереть стекла. Помыть все, проверить, чтобы все четенько было перед отдачей. В 6 утра ребята с Казани должны приехать. Вот, ожидаю их. Копеечка поехала в Казань. Ранняя отдача. Парням удачи. Надеюсь, машина будет радовать. Вот и ушла БМВшечка. Вот они, денежки с ее продажи. Ушла за 670 тысяч рублей. Уехала из Оренбурга в Казань машина. Парни приехали, посмотрели. Их все устроило. Денежки отдали, договора написали. И все, и машинка в 8 часов утра уже выехала в Казань. По расходам, во сколько она мне встала, сколько заработал, будет вот где-то здесь. Сейчас появится. В принципе, заработал неплохо, мне понравилось. Продажа не такой долгой была. Первый просмотр и сразу продажа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Всем пока, до новых встреч.